Два черных кота смотрят на улицу Мейстеру уже почти 1,5 века. Легенда гласит, когда-то они стояли задом к зданию большой гильдии, хвостами к элитным немецким купцам. Это скандал, а потом суд. Красивая история. Только вот правда ли это? Над крышами Старой Риги застыли фигуры из металла и камня. За каждой легенда. Но где заканчивается легенда и начинается правда? Сегодня мы попробуем это выяснить. «1909 год. Улица Мейстеру. Здесь появляется необычный дом в стиле модерн с двумя черными котами на башнях. Архитектор – Фридрих Шефель. Заказчик – богатый домовладелец Иоганн Плуме. Но главное не в архитектуре. Легенда гласит, коты изначально были повернуты хвостами к зданию большой гильдии, элитному объединению немецких купцов. Вот она слева, в лесах. Латыша Плуме туда не принимали, и он решил отомстить. Коты были повернуты поднятыми хвостами прямо к окну кабинета старейшины гильдии. Разразился грандиозный скандал. Судебное разбирательство длилось годы. Плуме щедро платил судьям, и те выносили вердикты. Коты – свободные животные и ведут себя, как пожелают. В конце концов, котов все же развернули мордами к гильдии. Так они стоят и сегодня. Так гласит легенда. Но что ж на самом деле? Запись в адресной книге Риги за 1907 год свидетельствует. Иоганн Плуме действительно существовал и был не бедным человеком. Плуме занимался виноторговлей. Именно это было источником его богатства. Но в начале 20 века виноторговля считалась недостаточно респектабельным занятием для члена большой гильдии. Будь Плуме хоть трижды немцем и сказочно богат, его все равно бы туда не приняли. Кстати, доходный дом на Мейстеру был у Плуме не единственным. Первый ему построил архитектор Пекшенс в 1900 году на Терботас 7. Вот картинка начала 20 века. По этому адресу была зарегистрирована торговая компания, и там же находился его ресторан или трактир. Дом сохранился, и сейчас он выглядит так, но окрашен совсем по-другому. И смотрите, над дверью и сейчас есть первая буква фамилии Плуме. А были ли коты повернуты хвостами? Разворачивал ли их кто-то? Документальных подтверждений этому нет. Это красивая городская легенда, которую рассказывают уже больше века. Есть и другие версии. Говорят, мастера спешили закончить работу до воскресенья и в темноте установили котов не той стороной. Или что Плуме враждовал с соседом на улице Штюню. Тот поставил собаку, этот – котов. Хотя, возможно, это была шутка архитектора, построившего оба дома. В 1902 году собака, а в 1909 – коты. Но у котов была своя, совсем не легендарная драма. В 1951 году обоих черных котов сняли с крыши и увезли. Приказ отдал академик Карлис Плауде. Напротив дома располагалась Академия наук Латвии. А коты, по мнению академика, не соответствовали высокому статусу учреждения. Оригиналы пропали. В 1980 году скульптор Инара Гулбе изготовила новых котов по старым фотографиям. Их подняли на исторические места. И с тех пор эти черные коты стали одним из главных символов Риги. Но история испытаний продолжилась. 30 января 2024 года в Кошкином доме вспыхнул пожар. Огонь охватил все этажи здания от первого до чердака. Выгорело 262 квадратных метра. 30 пожарных с 8 автоцистернами боролись с огнем 2 часа. К счастью, здание не получило серьезных повреждений. Причина возгорания так и не была установлена. Но коты выстояли. Снова, как и 100 лет назад, они остались на своих башнях, свидетели всех драм и триумфов этого дома. А что же с этой загадочной каменной фигуркой на улице Штюню? Идемте посмотрим. Одни говорят, это собака,
другие уверены – лиса. Но начнем с того, что точно известно. Этот дом, инвестицию, построил в 1901-1902 годах Генрих Детман, немецкий промышленник, гражданин Германской империи, купец второй гильдии. Дома с кошками в тот момент и в помине не было. Начинал Детман с небольшого магазина оптических товаров на улице Мейстеру. Очки, микроскопы, барометры. Но в 1883 году он участвовал в установке электрического оборудования для зала ремесленного общества и увлекся новой технологией – электромеханикой. В 1887 году Детман открыл собственный завод на окраине Петербургского шоссе Риги – Русско-Балтийский электротехнический завод. Заказы шли непрерывно. Оборудование для политехникума, динамо-машина для городской электростанции. Именно здесь собрали первую в Риге динамо-машину. Детман даже выполнял заказы для императора, сделал динамо-машины для царского поезда. Будущее было за электричеством. Вскоре его завод выкупило русско-немецко-бельгийское акционерное общество «Унион». Позже завод стал частью немецкого концерна АЕГ, да-да, того самого, а затем заводом ВЭФ, легендой латвийской промышленности. Детману остался пост директора и его магазин оптики. После продажи завода он решил вложить деньги в недвижимость, построить доходные дома в центре города. Один из них на улице Штюню. Архитекторы Генрих Шель и Фридрих Шефель создали настоящий шедевр югенстиля. 2 нижних этажа и подвал отданы под магазин. Там были витрины оптики Детмана. Выше – квартира для сдачи в аренду. Типичный доходный дом начала 20 века. Весь фасад – каменный цветник, каштаны, маки, нарциссы, колосья. На декоративных щитах латинская буква «Д». Даже в коммерческом проекте Детман не поскупился на красоту. Имя его навсегда вписано в камень. И это фигурка. Некоторые краеведы выдвигают версию, что это лиса, как на домах гильдии в Брюсселе, символ мелких торговцев. Вот, посмотрите, это изображение лисы в Брюсселе. Отсылка к тому, что Детман был купцом второй гильдии. Но это всего лишь версия, предположение. Документов нет. Проекта с пояснениями не сохранилось. Может, это собака – символ верности и охраны? Может, лиса – отсылка к европейской традиции? А может, просто декоративная фигурка, и архитекторы не вкладывали в нее никакого особого смысла? Генрих Детман не дожил до завершения строительства дома. Он не увидел, как его доходный дом приносит прибыль, как работает его магазин в новом здании. Но его наследие живет, его фабрика стала легендарной ВЭФ, а его дом – одним из украшений Старой Риги. Никто не знает наверняка, что означает эта фигурка, и в этом есть свое очарование. Сегодня тысячи туристов приходят увидеть знаменитых черных котов и ищут загадочную каменную фигурку на Штюню. Собака или лиса? Каждый видит свое. У каждого здания Старой Риги своя история. Но чаще всего это не история, а легенда. Черные коты, которые, возможно, никогда не смотрели хвостами на гильдию. Каменная фигурка, которая может быть и собакой, и лисой, и просто украшением. Но легенды живут, потому что они красивые, потому что город хочет в них верить, потому что они делают архитектуру живой, не просто металлом и камнем, а историями. И, кстати, в 2024 году в Риге появился еще один знаменитый кот. Черный кот из латвийского мультфильма «Поток» Страуме. Фильм режиссера Гинса Зиболодиса получил «Золотой глобус» и «Оскар» как лучший анимационный фильм года. У меня есть шортс, как рижане фотографировались с наградой, выставленной в Национальном музее, и какой был ажиотаж. История кота, спасающегося от потопа вместе с другими животными, покорила мир. Первый латвийский мультфильм, показанный на Каннском кинофестивале. Первая картина из Латвии, получившая «Золотой глобус». Новая кошачья легенда Риги.
новое место для памятных фотографий и новый бренд страны. Коты и собака. Легенды на крышах. Город – хранитель историй. Рига. Если вам понравилась моя работа, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Благодарю за просмотр и комментарии. До новых встреч!